Дорогие друзья, я так привыкла снимать с телефона, настолько это было удобно. И сейчас удобно. Может быть, иногда я буду снимать, конечно, с телефона, потому что загружается быстро и как-то под рукой не нужно особо подготавливаться к этому. Поэтому я привыкла снимать с телефона. Но есть ритуалы, которые должны быть видны вам во всей красе. И голос должен быть, и звук хороший для того, чтобы вы поняли, о чем речь, как, что, разобрались во всем, поскольку это уникальные ритуалы. Это серия уникальных ритуалов, которые я дарю практикам. Сегодня будут несколько таких уникальных ритуалов, которые вы нигде не найдете, потому что их нигде нет. Таких нет. Я создаю их для вас, дорогие мои ведьмы и ведьмаки, истинные практики, люди, которые реальные, настоящие, сильные, люди, которые не фуфло и не пустозвоны, которые не известны не мишурой, а силой, мудростью, скромностью, умом. Люди, которые время от времени, как бы они ни любили вот этого всего, все это общественное и открытое, но время от времени им приходится выходить из тени, дать волшебного пенделя определенным личностям и обратно в тень делать свои дела. И для практиков я готовлю еще несколько ритуалов, которые вам облегчат просто работу. Друзья мои, когда вы ищете методы очень сильных чисток спасения людской судьбы, жизни, естественно, вам приходится покопаться в своих записях, в тетрадях, покопаться где-то еще, переделывать под себя что-то новое, создавать. Вот чтобы вам не пришлось тратить время на все это, поэтому я и создаю, как для простых людей, вещи, которые им позволено и дозволено провести, естественно, как и для практиков. Данный ритуал – это ломание замков. Это уникальный ритуал, и это очень сильный ритуал, испробованный не раз мной. В данный момент я его улучшила, пересоздала, можно сказать, отредактировала и дарю вам этот ритуал для того, чтобы вы могли безнадежную работу просто исправить, сделать. Если вы пробуете на человеке много ритуалов, много работы, видите, что ни в какую что-то там мешает, что-то не дает идти вперед, проведите этот ритуал. Но учтите, если вы проведете этот ритуал все замки сломает. То есть даже те, которые вы поставили на человеке, оно все разобьет. Вам придется это провести, после этого по новой делать ему на удачу, на все остальное. То есть вы полностью счищаете, это как стираете, да, как телефон там глючит, и испробовали то, другое, и поняли, что там вирус, который не находится, и значит, его надо удалить, стереть вместе с памятью, со всеми функциями, для того, чтобы вместе с функциями этот вирус удалился, а потом перезагружать по новой. Вот вам придется это сделать, если вы вот так вот сделаете. Если человек к вам первый раз пришел, и вы это проведете, я вас уверяю, что более у него никаких проблем не будет. Хочу уточнить для людей, которые не очень знают ремесло, да, что когда спрашивают, скажите, пожалуйста, а вот почистится и это, и то почистится. Понимаете как? Если лечит организм, то лечится все. Все сразу. Если чистят человека, то чистится все, что на нем было. И 20 лет назад сделано, и 2 года назад сделано, и буквально только сейчас. Все, что ему мешает жить, и все, что накопилось, да, и его сваливает уже с ног, это все убирается. Отдельно ничего не убирается. Вот. Теперь хочу объяснить еще одну вещь. Значит, для этого ритуала особой атрибутики не надо, особой такой. Достаточно черная ткань, 3 черные свечи. Можно одну простую восковую, чтобы вы могли прочитать для освещения. Да? Обкурите, вот я обкуриваю просто благовоние, но вы можете обкурить травы. Готовьтесь к этому. Если вы проводите для себя, примите ванную. И морально, и физически готовьтесь к этому. Потому что, что бы на вас не провели, что бы на вас не сделали, хоть на смерть, хоть на
разрушение семьи. Вот не важно, что на вас делают, если вы практик и проводите для себя, потому что это только практика можно провести. Друзья мои, я вас уверяю, что этим ритуалом вы разбиваете все замки, вы обезоруживаете всех врагов, все, кто на вас мыслит, делает, пытается, хочет, заказывает, кому-то идет, советуется и прочее. Все, что на вас пытается сделать и сделали, да, это все разрушается одним махом. Все время, когда вы чувствуете, что на вас вот просто какая-то тяжесть жизненная, что вам неохота работать, что вы устаете, что у вас какая-то раздражительность, может быть, это ничего такого и нет серьезного, может, это просто людская зависть, может, какая-то черная энергетика вокруг вас накапливается. Мы же все время крутимся в этой сфере, естественно, что есть. Может, у вас опасность какая-то. Даже если над вами висит какая-то опасность, да, какой-то страх, что-то такое. Этот ритуал у вас может это одним махом все убрать. Каждый раз, когда пытаются вам что-то сделать, ломайте им замки, открывайте двери, и пусть они дальше дерзают. Все время. Вот это тот ритуал, который никогда не даст на вас навести порчу. Никому. Никому, кроме автора этого ритуала. Почему? Потому что это мое дитя. И я вам дарю. Поэтому я-то могу, но я не собираюсь никому это делать. Просто говорю, шучу с вами, да. Единственный человек, который может на вас навести, это я. Почему? Потому что это мой ритуал. То есть, если я захочу, этот ритуал уже не действенен, потому что это мое дитя. Но, естественно, я имею в виду, что более никто не сможет. А все остальные просто у них потуги будут напрасные. Конечно, могут и очень сильные колдуны, да, навести, но скорее, знаете, когда вы обижаете более рангом высокого над вами, скорее уже не порча его вас наказывает, а те силы, которые призвали его и вас, они вас наказывают, а не порча даже. Поэтому можете спокойно быть вот с этим ритуалом. Итак, друзья мои, если вы хотите кому-то это провести, и человек далеко находится, да, вы ложите его фотографию, 3 черные свечи, благовония, можете обкурить определенные благовония сладковатого запаха. Можете травы обкуривать, можете обкурить дом, начитать, почистить дом, потом сами очиститься, прийти и провести этот ритуал с фотографией человека. Если человек придет, тем более над ним читать, посадить его перед алтарем и прочитать. Это можно провести любое время суток, дня и ночи, не имеет никакого значения, потому что ломание замков это такая вещь уникальная, которая действует всегда. Но если вы хотите особого сильного эффекта, то проведите после заката, потому что после заката эти силы намного активнее, вы знаете без меня. Теперь далее пойдем. Друзья мои, если вы заметили, я все время, когда говорю, я не договариваю чего-то, я говорю, практики меня поймут, практики знают, как закрыть, практики знают, как начать. Вы знаете, я не даю ключа, вы уже поняли, да? Потому что тот, который настоящий практик, он знает ключ, он знает, как позвать эту силу, он знает, как отправить эту силу. А те, которые не знают и берутся это делать, эти люди рискуют очень сильно. Почему? Потому что они не знают ключа. И они могут вызвать, может быть, какую-то силу, не ту, которую я призываю. Но эту силу тоже они отправить не смогут. Поэтому не удивляйтесь, почему я предупреждаю и говорю, что для непрактиков ритуалы, которые предназначены практикам, могут быть вредоносные. Так что учтите, ребята, я не просто так говорю. А что касаемо практиков, любой практик по-своему открывает, по-своему закрывает свою работу, поэтому он прекрасно знает, даже если не тот ключ применит, который я применяю, от этого беды не будет. У него есть свой ключ. Каждый пропускает сквозь себя, каждый делает на свой лад, каждый что-то меняет, по-своему делает. Но это не мешает ритуалу сработать, понимаете? Потому что он призван. А кто не призван, тот не должен лезть туда, где территория практикующих колдунов. Итак, я думаю, что вы поняли, как это провести. Когда вы произносите эти слова, немножко шатает. Это самая сильная чистка, которую можно встретить, скажем так, в просторах интернета в данный момент. Есть много чисток, очень сильных, но вот это очень сильная чистка, потому что это охватывает все. Начали?
Ну вот, начинает клетки показывать. То есть, когда лица идут, обязательно он начинает брать их в такую клеточку, лицо. То есть, ну то, что у меня сущности тут бегают, прыгают, квакают, их полно. Итак, стою я на перепутье, призывом великим призываю я силы древней бездны. Призову я силы с юга на восток, с запада на север. Демон-ключник, стой предо мною. У меня указание к тебе. У меня приказание к тебе. Именем сил вечных, именем сил древности имею я право тебе приказать. Я ведьма Инга, рожденная матерью, созданная богами вечными. Я кровная сестра духов рассоздания. Как скажу, так и будет. Демон-ключник, слово в слово исполни. Черной ночью в темный час к алтарю призываю всех тех, кто мне вредит. Али зло творит, али зло мыслит мне, али готовит мне зло. Встану я, дочь ночи, любимица тьмы, властью данной мне тьмой, призову, прикажу души своих врагов, явитесь духом своим, встаньте предо мной. Вы, кто карты кидает, вы, кто руны чертит, вы, кто письмена пишет, вы, кто куфар мне делает, вы, кто свечу ставит за упокой, вы, кто на расстане мое имя кричал, да силам темным меня предлагал, кто фото мою зарыл, кто мертвую воду мне лил, кто тьму звал в помощь, кто икону позвал, кто вред промышлял и покоя не знал, кто черные силы ко мне призывал. Явись духом своим предо мной, покорно и тихо стойте сейчас. Эй, вы, кто силен, говорящие с духами, али кто слаб, ходок да вредитель. Стойте покорно. Ключи да замки, что сотворили мне, демон бездны навеки да сокрушит. Отбираю у вас силу и власть над моей судьбой. Отбираю у вас ключи да замки. Я ломатель замков, я ключи-отбиратель. Ломаю все замки, что на меня ставили. Да задушат вас мертвяки, которых вы звали, у которых лицо мое зарывали. Да накажут вас руны, что мне начертили. Разрываю я цепи, открываю замки, сокрушаю ключи. Юг, открой замки, что на мне. Запад, открой замки, что на мне. Север, открой замки, что на мне. Восток, открой замки, что на мне. Демон-ключник, отбери у них ключи. Демон-ключник, забери у них власть. Открой их замки, сокруши их цепи. Демон-ключник, исполни. Силами великими и вечными, несокрушимыми, благословленные, скажу я, да исполнится сказанное, отныне и навеки. Замки, что на мне открываются, их ключи в море бросаются. Отныне замок открыт, ключи потеряны, враги мои рабы, я их повелитель, да исполнится сказанное, заклято. Замки рунные, замки карточные, замки через погост, замки через мертвых, замки через бесов, замки, которые назвала, которые не назвала. Все замки открыты. Работы расстроены, силы врагов сокрушены, ключи в море кинуты. Делам вашим убыль, душам вашим погибель. Под моей властью вы отныне, мой замок на вас. Скажу я слово темное, покуда то слово не разгадаете, до тех пор замок мой на вас. Как разгадаете, тогда откройте, а до того я вас закрываю, вашу силу отбираю, ваши заклинания навек разрушаю, да будет так. Я сказала, силы великие мне в помощь, да исполнится. Заклято.
шатает очень сильно и тяжело читать. Куфр – это исламская магия. Иконы – христианская магия, если вы поняли. Слово «темное» вы в голове держите определенное слово, которое они никогда не смогут разгадать. Естественно, не разгадает, и сидеть никто разгадывать не будет. Они должны вместе все собраться и разгадывать. А значит, один догмат связывается с другим, одна истина с другим. Поскольку они это слово никогда не разгадают, значит, они никогда не сокрушат замок, который вы на них поставили. Вы отбираете, разрушаете замки своих врагов или врагов того человека, кто к вам обратился, и ставите свой замок на них. И закрываете тем словом тайным, которые они никогда не разгадают. Если вы заметили, в этом ритуале обхвачено все. Все сферы магии. Все сферы магии, которые можно нанести порчу. И поэтому, проведя этот ритуал, вы разрушаете, ломаете любые замки, которые на вас пытаются сделать. Естественно, из всего перечисленного не все на вас могут сделать или на того человека, который придет к вам очищаться. Но если вы называете все это, то вы обхватываете, еще раз говорю, вы вместе со всеми очищаете и то возможное, что могли бы нанести или захотят нанести. Дорогие друзья, этот ритуал вам будет в помощь. Это просто золотая копилка, сохраните у себя. Когда-нибудь они будут спасать жизни людей, которые к вам обратятся. А может, вашу жизнь в том числе. Всем удачи!